Нам кажется, что у нас уже паранойя. У нас такое ощущение, что за нами все время следят. И это не случайно. Мы слишком много показываем себя в интернете, показываем, где мы живем, показываем, какая у нас машина, рассказываем, сколько мы получаем денег, как нас зовут и все остальное. Вы помните, мы однажды рассказывали вам, что нам пришло письмо с угрозами, якобы на нас открыто какое-то уголовное дело. Это были мошенники. И у нас, кстати, это письмо есть. И еще несколько писем, важных писем, не пришли нам за все время нашей жизни. У нас есть подозрение, что их просто выкрали какие-то недоброжелатели, потому что они знают, где мы живем, где наш почтовый ящик. Письмо с моим сертификатом Leben in Deutschland не пришло, Ладе разрешение на дополнительных 300 часов не пришло. 3 раза. Да, и вот нашей маме уже полгода не приходят никакие письма, поэтому мы задумались, а не живет ли кто-то рядом здесь, кто все время хочет нам навредить. Вот письмо, которое пришло нам почти 1,5 года назад. То есть в то время, когда мы только-только приехали в Германию, заселились в квартиру, кто-то узнал наш адрес, кто-то решил нас развести на деньги испугом. Здесь в этом письме, которое, кстати, было получено по Deutsche Почте, не все буду показывать, потому что там есть конфиденциальная информация. Значит, это письмо заказное, смотрите, на нем нету обратного адреса, и внутри тут тоже ни имени, ни фамилии, ни организации, которая это все нам прислала, просто текст с угрозами и с какими-то статьями, якобы мы нарушили какие-то статьи. Вот, сейчас титульную страницу не показывают, просто статьи, видите, и вместо подписи закорючка. Ни фамилии, ни имени, а обратный адрес только почта на Yahoo, причем Yahoo, почта. И здесь как бы написано, что мы мошенники, мы нарушили какие-то законы, нас разыскивает полиция, нас в прокуратуре на нас открыто дело какое-то. В общем, мы, конечно же, сразу поняли, что это все бестолковое письмо, не реагировали никак, хотя многие говорят, надо было пойти с ним в полицию, но нам было не до того, мы понимаем, что просто какой-то человек решил выбить бабок на испуге. Он подумал, мы сейчас ему напишем, он скажет, если вы хотите замять это дело, вы можете заплатить такие-то деньги на такую-то карту, там, или ну не знаю, как он. Но там. он начал очень официально, как бы как работник там какой-то службы, а закончил уже матами, ну как бы так по-нашему, Потом, это кто-то свой. Когда он понял, что мы не реагируем на его бумажное письмо, он присылал нам еще 2 электронных письма, то есть у него была вся информация, электронный ящик наш, адрес точный, прям с номером квартиры. И у нас подозрение, либо этот человек живет рядом где-то, все она знает, возможно, прям наш, либо это человек, который работает на Deutsche Почте или там на какой-то службе доставки, который просто по фамилии понял, что мы украинцы, и решил, как бы, вот думаю, сейчас на понт их возьмут. Короче, все мы это рассказываем не для того, чтобы пожаловаться, а для того, чтобы сообщить вам новость, которая происходит сейчас у нас в жизни. Мы нашли новую квартиру для себя. Вот. И она пришла сама. Мы, в принципе, даже не прикладывали особых усилий. Просто все наши знакомые знали, что мы хотим съехаться вместе с мамой и жить вместе с мамой вместе, потому что мы должны за ней присматривать, и чем больше, тем лучше. И вот появилась квартира трехкомнатная, которую мы вам сейчас и покажем. Но сразу хотим предупредить, нас попросили не называть цену, и мы не будем показывать, где она находится, потому что именно вот из-за этого, из-за таких писем, из-за недоброжелателей мы стали немножко более скрытными людьми. Я думаю, вы нас поймете. Пишите ваше мнение по этому поводу, что вы думаете, стоит ли слишком много о себе рассказывать, ну, то есть выдавать всю информацию, либо стоит немножко скрытничать. Мы забыли сказать, нас зовут Виталий и Лада, вы в настоящем моменте подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пойдем сейчас вместе с нами смотреть нашу новую квартиру. Style and span curtain to Abbott. Microphone live. Wi-Fi triangulation confirmed. Facial recognition active. Смотрите, квартира, 3 комнаты.
В общем, с самого начала. Гостиная. Тут ничего нету пока. Двери поснимали. Один стол. Стол наш. Так, идем дальше. Какие комнаты? Да? Да, это спальня. Это вторая комната. Вот такой вот большой шкаф. Класс. Это то, чего у нас не было. У нас такой маленький шкафчик и никогда ничего не помещается. Офигенный шкаф будет. А тут прохладно, да? Да, не жарко, хорошая. Еще одна комната есть. Осторожно, смотри. Осторожно, Ольга Лукинична. Ось ще одна комната, дивіться. Тут тоже, да. Тоже хороший шкаф. О, Тумбочки две. И кровать даже есть. о. Тут уже можно Мне жить. завтра можно В общем, вам походить. можно уже и завтра. А это Да, еще в этой что? комнате все есть. Игрушки какие-то. Якісь куколки. Это Ольга для Лукинична, це точно ваша комната? Эти есть ролеты. Ролеты на окнах, чтобы не так сильно солнце светило. Ну это вообще, это какое-то чудо. Как вам? Пойдемте кухню О, смотреть. Очень, очень. Представляете? Конечно. О. Чудово. Представляете? Ну, я не умею пользоваться этим. Разберем. Я буду пользоваться. Вам вообще ничего не надо будет делать. Вы будете просто смотреть. Да. И балкон, да? Да, но это- здесь нету стиральной машины, холодильника нету. Там была машина для... А мы можем тот холодильник взять? чтобы- Не можем, мы должны купить. Другой. Ну, Большой, смотри, бэушный, там где ты недорогой. стоишь, там станет большой холодильник. Нам надо большой, потому что маленький. Поместится. Конечно. Поместится. Ольга Лукинична, и тыдым! Для Самое тебя. важное для вас. Балкон. Да. Чудово. Вот это спасение просто для вас, для Ольги Для Лукиничны, меня, чтобы да. не ходить на улицу далеко с ногами, с больными. Огромный такой, смотри. Это можно целый день тут сидеть. И поспать тут можно. Это Господь послал вам вот такую хату. Представляете? И поспать можно вообще целый день сидеть. И ковер даже есть. Представляете? Мы еще купим какой-то мебели тут. Ну пока, да. Нормально. Да, мы не захотим из Германии уезжать. Вообще не захотим, правда? Да. Это уже для меня. Ванна – это то, Да, о чем мы всегда мечтаем. да. Это наша мечта сбылась. Я же говорю, это какое-то чудо просто произошло. Так вот, переезжайте. Та будем же ще до 15 числа мы живем. Нам просто доверяют, не знаю, Виталику все так доверяют, вот ключи дали, и все, давайте заранее. Мы еще, у нас не договора, ничего, мы еще живем, каждый у себя, еще не согласовано. За вікном чужий краєвид, зовсім інший незнайомий. Випало побачити світ, але з того тільки втома. Вже звикаю до чужини, вже мене не дивують люди. Невідомо, вдасться чи ні. Вдома ще хоч раз побути, навіть не гадаю я, що мене чекає. Я не знаю, де моя зупинка остання. Через 4-6 кілометрів. Поверніть ліворуч на Звикаю до чужини. Мы с Ладой уже неоднократно подсчитывали, что мы на еду в Германии на троих тратим 100 евро в неделю. Мы проверяли много раз, поскольку мы покупали с карточки, мы могли это пересчитывать.
Но каждый раз, когда мы об этом говорим, нам почему-то не верят. Говорят, это очень мало и это невозможно. Вы вообще ничего не едите или вы врете? Да. И смотрите, столько много нам этого говорят, что мы уже сами начали сомневаться и сейчас решили сделать контрольную закупку. Нам как раз нужно на неделю накупить себе продуктов. Вот позади наш любимый Lidl. Сейчас возьмем тележку и Проверим. наберем столько еды, сколько нам нужно. На неделю. Попытаемся подвести это к сумме 100 евро и покажем вам все продукты, которые мы съедаем, чтобы вы понимали, чем мы питаемся. На троих, это учитывая маму. Behavior monitored. Executing goal. Мы очень старались купить ровно на 100 евро, но у нас не вышло. Вышло на 83,50. 83,50 это близкая сумма к 100. Это значит, что если нам на этой неделе еще что-нибудь понадобится, мы просто вот используем оставшиеся 16 евро для того, чтобы докупить. Так что давайте посмотрим, что мы здесь накупили. Из овощей мы купили картошки, там 2,5 килограмма. Этого нам точно хватает. Мы купили целую упаковку лука. Это останется еще на следующую неделю. Мы купили помидорчиков, вот таких, Лада их любит. Мы их съедаем. Так, купили 2 упаковки яиц, 2 десятка. Этого нам с головой хватает на неделю. 2 черных хлеба. Этого тоже должно хватить. Но если не хватит, я уже говорил, у нас еще есть в запасе 16 евро, чтобы докупить. 2 упаковки булочек с изюмом. Сразу к мясу перейдем. Куриное мясо на супчики. Говяжий фарш на котлетки, фрикадельки и всякое прочее. Лада любит готовить, я люблю есть. Все как надо, все как должно быть. Смотрите, вот этих сосисок, они стоят 7 евро, и их тоже хватает на неделю, еще и остается. Мы ж не так много едим. Это по опыту. В жару всегда хочется пить. Лада очень любит в любое время суток, в любое время года пить томатный сок. Он тут очень вкусный. Он такой томатный зафт, это просто круто. Брокколи. Брокколи, Лада что-то из него делает, не знаю. Супчики, да? Так. Варю просто и ем. Ага. Дальше. Смотрите, из засыпок мы покупаем только макароны, потому что мы только макароны едим. Еще иногда рис. Да? Больше И ничего картошку. не едим. Ну картошку, само собой, да. Никаких других каш мы как бы экспериментировали, но они нам не заходят. Нам этого с головой хватает. Так, молочное. Это 2 творога. Если надо будет, мы докупим. Там еще 15 евро, да, 16. 2 молока. 2 молока в такую жару уйдут запросто за неделю. Еще, так что еще придется. придется, наверное, подкупить потом. И это без проблем. Теперь, смотрите, покупаем вот такие вкусненькие сладкие йогурты. Мы их с чаем пьем просто на завтрак. Можно есть 6 штучек. Может тоже не хватить, они дешевые, они по 35 центов. Можно закупить еще гору, можно накупить их. Так, вот еще один такой. Котлетки. Мама любит котлетки вот такие вот. И мы их покупаем. И за неделю бывает съедаем, бывает нет. Это йогурт кислый. Лада его использует вместо сметаны. Он вкусный, хороший. А это йогурт питьевой. Можно вот так вот. Он сладкий и в жару, опять же, прекрасно заходит. Если будет мало, купим еще. Цитроны, то есть лимоны. Лимоны к чаю, их хватает надолго. Мы купили сегодня черешню. Не знаю, тут не 2 килограмма, наверное. Но они 2 дорогие, они почти 9 евро. Да, 9 евро килограмм. Ну, вот это нам обошлось, по-моему, около 8 евро. Надо посмотреть, там чеки. Так, и что еще? Рыбка. Конечно, мы едим рыбку. Это селедка, а это красная рыба. Это Лада использует для бутербродов утром.
Ее кажется мало, но в принципе вот на бутербродик каждое Мне утро хватает. хватает. Да. На неделю хватает. Супер. Сыр мягкий, вкусный. Небольшая пачечка, но практически только Лада это и ест. Я очень немного ем. Сало мама любит тоже. Ну и я, конечно, люблю. И еще изюм. Это как сладкое. Лада с чаем пьет изюм с удовольствием. А я использую с чаем варенье. Вот клубничное варенье. Я Виталик сладко ешь. ложками его ем. И мне нельзя просто больше покупать. Я бы съел Виталик больше. ест ложками масла и ложками варенья. Я уже завязываю с этим, кстати, масло. Пачка масла. И больше тоже не покупаю, потому что, ну, Потому что опасно. иногда он съедает пачку в день. Да. Ну и мы балуемся еще иногда вот такими напитками. Это, например, испанское белое вино сухое. Хорошее. И да. И Мы уже пробовали, хорошее. вечерком можно. И оно недорогое, кстати, 2 евро. В Хорватии такой цены Евро нету. 79. Даже так, да? В Хорватии такой цены нету, там минимум 3 евро за бутылку вина. И где мы еще с тобой были? В других городах тоже там, в Польше смотрели, тоже какие-то дорогие И вино вина. не У нас, лучше. да, у нас хорошие вина и недорогие, вообще отлично. В общем, друзья, 83,50 еды на неделю и 16 евро в запасе для того, чтобы докупить, если чего-то не хватает. Это просто к тому, что нас упрекают, что мы на море очень мало денег потратили. Да. После того, как мы сказали, что в Хорватии за неделю мы потратили 100 евро на еду, нам не поверили. Просто люди почему-то не верят. На самом деле мы там потратили даже меньше. Я не покупал столько еды в Хорватии. Я купил там на 35 евро всего лишь ну, там, картошки, хлеба, всякое такого. А потом еще заходил каждый день, подкупал пивко, там, молочко, ну, что-нибудь вкусненького там, все. И 100 Мясо, евро... ты купил мясо, мы там жарили мясо. Да, и 100 евро у нас в целом ушло это вместе с пивом и коктейлем, которым нам впарили за 10 евро. Вот этот вот мохито дорогучий. Просто мы не ели в ресторанах, готовили сами. Вот и Да. все. Весь секрет именно в том, чтобы не ходить в рестораны. Потому что в ресторане можно за один присест 100 евро спустить, как говорится, в унитаз. И все. Если для вас важна еда, и важно, чтобы это было подано, сервировано, ресторан, все, тогда я с вами не буду спорить. Тогда, конечно же, на еду будут улетучиваться все деньги. Використовуйте праву смугу, щоб повернути праворуч на Шудзенстрасу. Сегодня мы приехали в Ульм для того, чтобы отвезти своих друзей в клинику. Вот здесь. Сейчас привезли их, высадили. Вон они уже пошли на операцию. Вот это вот здание, это здание клиники. А это, я так понимаю, простые жилые дома. Операция на ноге будет. Потом приедем забирать назад. Сейчас 9 часов утра, прошел дождик. Вчера была неимоверная жара. Было невозможно находиться на улице. Сейчас немножко попустило. В этом районе Ульма мы с Ладой еще ни разу не были. Вот нам самим интересно, как здесь все. Ну, такой простой, можно сказать, жилой район. Все, когда операцию сделают, то мы приедем забирать потом своих друзей. Мы с Ладой сейчас находимся в обычном спальном районе Ульма, и мы посмотрели по карте и увидели, что недалеко находится Дунай. Поскольку мы здесь в первый раз, в этом районе, это, кстати, Ное Ульм, то есть Новый Ульм, и это уже не земля Баден-Вюртемберг, это земля Бавария. За рекой будет Баден-Вюртемберг. Ну и мы воспользовались случаем, конечно же, посмотреть на местность, на дома. Такие небольшие милые домики здесь. Мне кажется, они все реконструированные. К ним вот попристраивали такие лестницы сбоку. Сначала их, наверное, не было. Ну, этот дом совсем некрасивый. Такие нам не нравятся. У нас таких полно. Вот. А такие помилее немножко. И здесь плавно
мы переходим в парк, который, по нашему мнению, приведет нас к реке. Мы, кстати, с Ладой в Германии находимся ровно 2 года. Вот в эти дни исполняется Можно в июле. отмечать. Да. И символично так совпало, что через 2 года мы переезжаем на новую квартиру. Мы считаем это хороший знак. Как бы всегда хочется верить в то, что это не просто совпадение, а какие-то не случайные вещи. Вообще я верю в судьбу и в то, что многие вещи предначертаны в нашей жизни. Я в молодости, в юности, можно сказать, увлекался немножко, недолго хиромантией. То есть пытался прочесть линии руки и узнать свою судьбу. Я думаю, многие из людей таким занимались, потому что это интересно, любопытно, что же будет с тобой в будущем. И вот сейчас мне вспомнилось, знаете, что я тогда начитал на своей руке? У меня на линии жизни есть такие полоски, говорящие о том, что я буду переезжать. Разветвление линии жизни, они говорят о том, что человек изменяет свою геолокацию как бы в течение жизни. Но мы тогда жили в городе Сумы, и я даже не предполагал, куда мы еще можем переехать, почему. А потом получилось, что мы переехали в Киев и долго жили в Киеве, около 10 лет в самом Киеве, а потом еще переехали в Ирпень под Киев. Совсем не предполагали, что мы сможем, что нам придется переезжать еще куда-то. И вот как бы пророчество руки сбылось. 3 переезда, да, в Киев, в Ирпень и теперь в Германию. Удивительно, да. И что, какой вывод мы делаем, что переезд в Германию — это последний наш переезд. Смотри, отсюда, видишь, просматривается собор на той стороне реки, как будто он рядом стоит, да? Пишите нам, что вы думаете про хиромантию и про эти все предсказания, о которых я сказал. Есть ли в этом смысл, или это все использование хиромантии в своих целях, в оправдании своих желаний, да, наверное? Ну почему? Мне нравится вот одно высказывание стоиков, по-моему, что расслабься, все уже решено. Предрешено. Ну да. Entschuldigung, können wir durchgehen? Danke schön. Ну вот, как и предполагалось, мы вышли к реке. На этой набережной мы с Ладой уже были, просто никогда не заходили туда, вглубь райончика. Смотрите, здесь такая полноводная, быстрая река, широкая достаточно для немецких рек, потому что в наших местах вообще встречаются только очень узенькие речки такие. Самое время течь как вода. Пришел ниоткуда, уйдешь в никуда. Настало время течь как вода. Когда мы ездили в Ульм на операцию, с нами ездил в качестве переводчика молодой парень, лет 20, может 22, не знаю, может даже моложе, украинец. И он очень хорошо говорит на немецком языке. Я было подумал, что он здесь очень давно уже, потому что такой уровень языка, это, конечно, требует времени. Но оказалось, что он здесь практически столько же, сколько и я. И оказалось, что он здесь находится не по временной защите, как мы, как большинство украинцев, а по статусу, который называется азюль. Азюль – это значит убежище. Ему предоставили такой статус из-за того, что на момент 24 февраля 2022 года он не был в Украине. И я попросил его рассказать про азюль, что это за такой особенный статус, где люди живут, какие у них ограничения. И он рассказал мне, но не на камеру, просто я записывал на микрофон, и
Вы можете тоже послушать то, что он рассказал, это интересно. Интересно про Азюль, какие условия, чем отличается от 24 параграфа? Получается, самая первая процедура, то есть, как и все люди, они сначала попадают в распределительный. То есть с распределительного они, скорее всего, что могут получить трансфер уже в другой лагерь. Я был в распределительном лагере, получается, во Фрайбурге, и там я приехал. Лагерь своего рода выглядел очень, как говорится, так, прикольненько. То есть его не то, что можно назвать как вот лагерем у нас, то есть там забор с колючей проволокой, на что меня уже сразу насторожило, то есть пропускной пункт. Я такой, ладно. Назначили термин там через пару дней, чтобы я мог приехать и оформить у них пропуск. По этому пропуску за пределами лагеря я могу находиться что-то там около 2 или 3 суток. Если меня больше, чем 3 суток нету, я никого не предупредил, получается, этот допуск, ну, то есть разрешение, то есть на проживание в лагере полностью аннулируется. То есть, И ты становишься нелегалом, да? ну, своего рода, получается, да. Попадаешь то есть, наверняка уже под депортацию, да? Не буду уверен, то есть депортация это или никак, но они сказали, то есть если ты потом через больше, чем 3 суток придешь и захочешь зайти обратно, то тебя будут ждать последствия. Какие, ну, мне никто не рассказывал, я таких людей не встречал, которые затягивали, да, то есть больше, чем на 3 суток. Обычно там, если надо было поехать родственникам или еще куда-нибудь, надо было заранее оформлять термин, где надо было заполнить документы и отсылать это куда-то на вышестоящие, то есть должности, в лагере или куда-то в иммиграционку, чтобы тебе одобрили своего рода как отпуск на неделю. Лагерь выглядит как там есть своя столовая, есть свой медпункт. Если вдруг что-нибудь там срочно, то есть там как аппендицит или начинаешь там умирать, это все, понятно, скорую помощь вызовут. Там возле лагеря, то есть дежурная машина стояла. Футбол, волейбол, какие-то там секции, так же само там пару раз в неделю были курсы немецкого. Но он такой общий, базовый, то есть алфавит, как читать там, ну, условно такой А1, который там через неделю, 2-3, то есть, а он уже начинает прогоняться по тому же кругу. Фразы, которые нужны для условного выживания в лагере, то есть они там, как говорится, присутствуют. А как кормили? По утрам можно было брать своего рода как шведский стол, то есть стоят от противня, и, допустим, количество овсянки или хлопьев было не ограничено. То есть ты мог хоть себе там 2-3 чашки пойти там взять, да, все овсянку ели с чашек. То есть тарелки никто не давал, ну как они были, только они все были, наверное, зарезервированы под обед. Ты заходишь по вот этому пропуску, то есть ты пробиваешь, там сидит соцсотрудник, ну как или условно соцработник, то есть, ну, не так, как вот, которые оформляют там документы, это все, то есть они вот решают вопросы по месту в лагере. Там надо то, или, допустим, ты вот пробил по пропуску, что ты пришел в столовую, и там высвечивается в компьютере, что письмо пришло. Почту ждать там очень важно. То есть они смотрят, да, все хорошо, или если пришло письмо, они напоминают, то есть как поедите, надо вам пройти там в первый корпус, к вам письмо там или что-то в таком-то духе. На завтрак это в большинстве случаев были их овсянка или хлопья, там было горячее, то есть молоко, то есть можно было или горячей водой заливать, кому как нравится. С остального там могли дать какой-то 1 или 2 разных фрукта, то есть банан, яблоко, то есть апельсин. Самая популярная, конечно, и ходовая еда, это был хлебушек. Вот эти вот булочки, которые в Лидле или, ну, где-то продаются там по 19-20, да, копеечек. То есть какая-то колбаса, какой-то вот такой, получается, как вот в гостиницах или в самолетах вот это вот масло, которое там ты себе открываешь, и там условно его там 5 грамм, то есть ты намазываешь себе, там делаешь бутербродик. Обед был более разнообразен, потому что старались, то есть, кормить какие-нибудь там, или это, не помню, был ли суп или нет, потому что я уже как-то уже забыл тот кошмар. Но был своего рода как вот гарнир с каким-то там вот мясом. Точно помню, как вот в старых добрых традициях Советского Союза был рыбный день по четвергам. Четверг была у некоторая своего рода радость, потому что рыбный день, и то есть там не то, что как вот такая вот, как рыбная палочка, это там не действительно вот, по-моему, филе панагасиуса или что-нибудь такое, то есть полфилешечки тебе в соусе, то есть это еще к нему там гарнир как рис или какая-нибудь там картошка, то есть, ну вот. Всем нравился особенно четверг, то есть обед это точно. То есть, ну или давали какой-то там шницель, по-моему, это вот был, то есть шницель тоже с каким-то гарниром. Понятно, ты там мог себе брать
брать какую-то водичку, какой-то компот, то есть тоже было не ограничено, сколько ты мог брать. И в большинстве случаев, то есть питьевая вода так же самое была там были специально кулера с водой, и если ты себе хотел набрать уже потом, как ты шел в комнату, надо было приносить с собой тару, то есть мог там 2, 3, 4 бутылки, никто тебя не ограничивал, мог хоть 10 бутылок с собой брать. Но там можно было как-то что-то там подъесть, если еще можно, как говорится, было там здороваться с поварами, которые на раздаче это все, то можно что-нибудь было, как говорится, и этот. На крайняк был, по-моему, Lidl или Audi, не помню, какой из них, и давали карманные деньги на месяц. И сколько? По-моему, что-то около 120 или 140 евро, то есть, ну, кто там, допустим, остался голодный, то есть этот мог что-то пойти себе докупить, то есть там, ну, они это, как говорится, говорили, чтобы вы с дуру не бесились, получается, в 4 там стенах, вам по первому аусвайсу вам разрешалось передвигаться по территории города. Самый первый это на 3 месяца. У меня там была написана прописка, то есть что я живу так и так. И я имею право находиться только вот именно в самом городе. Только как я только перехожу в соседний, то уже, как говорится, задаются вопросики, что вы здесь забыли. Самое забавное то, что само отделение Банфа находится в соседнем городе. Условно, это маленький городок, где от лагеря идти до Банфа, условно, там 7 километров, ну, пешочком там за часик можно дойти. Слушай, а какой контингент был в лагере? Там много украинцев было или больше все-таки из стран Восточного? Были и украинцы, то есть был мужчина, который работал где-то в Евросоюзе, потом он по состоянию здоровья, то есть он вернулся обратно в Украину, где у него, получается, была операция прошла неудачно, и то есть он тогда, как говорится, сказал, я больше не доверяю врачам у нас, и вот он поехал лечиться в Германию, избавляться от постоперационной грыжи. Там было порядки такие довольно много людей из Грузии. Они своего рода как вот политические беженцы, своего рода как вот именно политические. То есть они не просто как бежали там от какого-то там конфликта, они были членами там какой-то партии, я точно не знаю какой этот, но они когда вот доказывали свои законные основания, почему они просят здесь беженство, особенно политическое, у них была такая бумажка, что он в Грузии были вот репрессии. Да, репрессии. Остальные все были из Сирии и Афганистана? Тунис, весь Ближний Восток, Афганистан, то есть пакистанцы тоже были. Самое много было, особенно таких буйных, это тунисцы. По соседству у нас были ребята с Туниса. Их было 6 человек. Нормальный с них был вот один, который, ну как сказать, то есть он не дрался с охраной. И был такой случай, они перевернули ведро железное, то есть и начали на нем играть как на барабанах. Охрана, которая так же самое, то есть... Там в лагере, как получалось, то есть люди, которые, допустим, работают в прачечной или там так же самое на кухне, то есть на раздаче это все, они когда-то тоже были, получается, ну, жителями этого лагеря. Ну, они там что-то подучили, что-нибудь там, как говорится, сделали. То есть, карьеру сделали, да? Да, и они, как бы, говорится, смогли там, как говорится, обосноваться, да, перейти с одного статуса в другой. И они так же само работали и в охране. Новый заезд, они приехали и начали играть. Охрана им сказала, прекратите, потому что тихий час был, это было уже после 10. И что-то они на их языке, по-моему, сказали, ну, оба поставили на 3 веселых буквы. Те ж подошли, давайте с ними разбираться, те сразу таких, ну, условно, как мне потом объясняли вкратце, кто вы такие. Самое первое, что это в охранника полетела железная мусорка. Она не просто в него полетела, то есть она в него прилетела так, что она согнулась почти пополам. То есть удар насколько был хороший. То есть и у них началась потасовка. То есть у тех начали сразу летать чашки, то есть блюдца с-под чашек, чайнички, короче, все, что вот под руку попадается. То есть, ну и охрана приходила, то есть начала их успокаивать. Они начали с ними драться, и доходило даже до такого, что я жил на, по-моему, 4 или 5 этаже. Вот этого самого агрессивного, который ударил мусоркой, его заламывали так, что я слышал, что даже что-то хрустнуло. Хотелось бы узнать насчет денег. В самом лагере, то есть эти карманные деньги давали 160 или 120 на месяц, я точно не помню, потому что я когда приехал, то есть я там побыл около вот месяца. Я пошел им, да, мне действительно, по-моему, там 160 или 170 евро. Я говорю, много. Они говорят, нет, ну ты когда заехал? Я говорю, ну 20 числа. Они говорят, ну это вот там за 10 дней кусочек, который ты должен был получить. Но мы его тебе приплели, то есть к
к вот этому. следующему месяцу. Да, к следующему месяцу. то Поэтому есть- ты не знаешь, сколько за месяц дают, да? Да, ну условно, то есть это не даже каких-то 200 или 150 евро, то есть где-то вот чуть больше 100. То есть, по-моему, мне говорили, что это около 120. То есть, условно, там 30 евро на неделю. Не сильно много, но я думаю, с учетом того, какой контингент иногда мог туда попадать в лагерь, да, и больше денег, то понятно, куда могут пойти деньги. И ты там пробыл месяц, да? Месяц, да. То есть, насколько мне говорили люди, которые там были, я как-то очень сильно пропетлял. Получается, спустя 3 месяца ты уже получаешь новый Ausweis, который тебе дает уже возможность кататься по области. Мгм. А тебе получилось раньше, да, этот Ausweis? Да, я точно помню, я когда уже приехал в, получается, Гайсинген, там уже мне дали 3-месячный новый Ausweis. То есть мне его уже поменяли и сказали, то есть ты имеешь право вот кататься по, ну, мы же, получается, Гайсинген, он принадлежит Штутгартской области, то есть я вот это по области Штутгарта мог кататься. А подожди, в Гайслинген ты приехал в лагерь в наш, да? Вот это, Да. В Адело. Да. А. Уже по приезду в лагерь нам, как сказали, выдали денег, что-то около, по-моему, 300 евро. Сказали, это, как говорится, единоразовая помощь от Красного Креста. Мгм. И относительно нее, то есть там уже был и шел пересчет, то есть мы должны были получать на момент приезда около что-то там 417 евро. 417 это ежемесячное твое пособие, да? Да. По сути дела, оно отличается от пособия тех, которые на 24 параграфе, на сколько это, на 83 евро, да? Я как слышал, неженатый, там, взрослый человек получали люди 560. Это сейчас 563, но на тот момент было меньше, было Возможно, ну, 500 евро. Когда мы приехали, еще не было. Это повышение произошло в 2024 году. ну да, я тоже слышал, что там должны были поднять условно 50-60 евро, то есть у нас такого повышения не было, у нас было наоборот уменьшение. Ага. То есть, а ты до сих пор находишься на этом статусе и до сих пор получаешь пособие именно как азюль, да? Да. То есть, и сколько сейчас, если не секрет, тебе платят в месяц? 387. 387 евро. При этом тебе помогают с жильем? В плане как же, ну то есть они платят, азюль платит за комнату, то есть в этом лагере. То есть это, по-моему, как я слышал, ты до сих пор- 250. ты Да, я до сих пор живу числишься в там. лагере, да. С лагеря просто так не выехать. Чтобы оттуда выехать, то есть, получается, надо найти работу. Мгм. И то, пока ты не отработаешь вот этот вот пробный период на работе, то есть и не получишь бессрочный контракт, Мгм. то ты не имеешь права выехать с лагеря. Мы записывали этот разговор с ним, пока шла операция, точнее заканчивалась операция, и у нас было немного времени, потом нам позвонили, сказали, что мы должны уже идти забирать пациента. Ногой, то есть как учили? Нога вместе с костылями, вот. Да еще. Так, осторожненько. И еще. И еще. У тебя был местный наркоз, да? Да, я не слышала. Даже сон какой-то снился. А, полный наркоз? Полностью. Полный, фоль наркозы, да? Надо, чтобы правда. Положить, да, Тебе надо, лежа- может быть, вот так вот да. насадиться задом и туда переползать. Да. Костыль ложи. Это где-то мы туда сейчас этот. Вот так вот, подожди-ка. Фу, все. На этом мое интервью завершилось, но я вам могу рассказать дальше. Сейчас у него есть перспектива перейти на какой-то другой параграф с азюля, но для этого нужно найти работу, что не очень просто в его положении. В его случае, поскольку он проявляет такие вот выдающиеся способности в языке и активный парень, ему идут навстречу, он хочет здесь остаться дальше обучаться на какие-нибудь из специальностей, какие ему предложат, какие ему будут доступны. То есть, по сути дела, когда он пойдет либо на работу, либо на обучение, ему могут сменить параграф на рабочий, и он будет уже свободно перемещаться, то есть уже будет с видом на жительство. А сейчас у него до сих пор есть ограничения по месту жительства, он должен
жить в лагере, но как бы это уже более смягченное проживание, то есть он может отсутствовать несколько дней в случае, если ему нужно куда-то поехать. Он может перемещаться по Германии, ну, в поисках работы, например. То есть все равно нужно сильно отчитываться. Не так, как в нашем случае. Но, тем не менее, перспективы есть, и азюль не так уж страшен, просто получается меньше пособия. В данный момент оно меньше, ну, существенно. То есть ему платят, он сказал, 417 евро, а обычному украинцу, который на временной защите, платят 563 евро. То есть больше, чем на 100 евро разница. Вот. И вот эта вот необходимость проживать в лагере все время и постоянно отчитываться за свое пребывание, где ты, что ты, и это, конечно, накладывает отпечаток, но, в принципе, если кто-то из украинцев приехал в Германию и ему не дают статус временной защиты, то азюль, в общем-то, тоже подходящий параграф, с него потом впоследствии можно, впоследствии можно перейти на другой параграф, но там как бы все происходит очень долго. Там сначала какое-то первое интервью, как они говорят, узнают причину твоего приезда, все записывают там и говорят: ожидайте следующее интервью, мы будем рассматривать ваше дело. И люди живут годами как бы на рассмотрении своего вопроса. Вот это вот очень странная ситуация, конечно. Не знаешь, когда они все-таки до тебя дойдут, когда они рассмотрят и сообщат свой вердикт. Но в итоге, в общем-то, все может закончиться другим параграфом ВНЖ, и человек сможет искать работу, работать, учиться и получать все преференции человека, который имеет временный вид на жительство. вже звикаю до чужини. Вже мене не дивують люди, невідомо вдасться чи ні. Вдома ще хоч раз побути, навіть не гадаю я, що мене чекає.